Да, Совята, я знаю, что мне надо LGM делать, и что всех я вас уже задолбала своей мультиязычностью. Но это видео важно для меня самой, поэтому я бросаю все и спидраню его. Ухунь и тяфунь, дорогие Совята. В этом видео эта фраза приобретает еще один смысл. Замечаете? Совята. Я фанатка дуолинга. Есть у меня хобби, за которое меня почему-то чаще кошмарит в окружении, чем хвалят. Я люблю учить языки. И сразу стоп, оговорюсь, в какой именно форме. Я не ставлю перед собой цели знать языки на уровне носителей, я не лезу в грамматику. Для меня изучение языков – это увлекательный игровой процесс, без обязательств, без высоких амбиций. Для меня счастье – это знать язык на А2 и улавливать самую базу. Если получится достичь больших достижений, ну окей, хорошо, если не получится, что ж, тоже неплохо. Как я познакомилась с Duolingo и как я дошла до того, что учу сейчас целую ораву языков. О Duolingo я узнала 15 декабря 2022 года. В день рождения моей таксы, кстати. До этого я с 2020 года учила сама итальянский. Но прогресс был крайне медленный, потому что на тот момент я еще не была прошаренной, как в одиночку эффективно учить язык, не мучаясь при этом. И тут под руку летит как раз Duolingo. Я открыла курс итальянского и начала учить. Мое отношение с зеленой совой было простое. Я каждый день с утра заходила и выполняла одно единственное упражнение, чтобы горячую неделю сохранить. Я никуда не торопилась. Учила я, кстати, итальянский не с русского, а с английского. Но меня это вообще не пугало, ведь гимназия свой опыт давала. Помимо Duolingo, я сама начала что-то своими усилиями переводить на иностранные языки. И знаете, это сработало. Своими усилиями, всего по одному упражнению на до, я подняла итальянский на А2. За 3 года. Перфекто. Сначала я учила только итальянский на нем и вообще не парилась ни о каких-то там ачивках и достижениях. Обычный дуолинговский норбис. Но все изменила одна дата. 7 июля. Предыстория. У меня есть прекрасный друг Совенок, и он играет в игры. У нас была забава с ним, он присылает мне картинку персонажа из игры, а я его оцениваю, какое у меня впечатление с первого взгляда. И так мы играли, что доигрались до того, что мне подарили нового краша. Я полезла интересоваться, а что это за игра, и кайфанула. Valorant. Просто мой личный кайф. Такие дизайны, такой сюжет, такие персонажи и мультиязычность. У меня загорелись глаза. А чё, так можно было, что ли? Герои со всей планеты в одном месте и говорят в том числе на своих родных языках. Стоп. Так ты же только про Дуа Липу рассказывала. Какая еще игра? А вот теперь слушай. 7 июля. Я скачиваю на iPad Duolingo, чтобы большой экран был, а то на телефоне все его тыкало. Захожу в аккаунт и думаю, как в том анекдоте, а не посадить ли мне редиску? А не начать ли мне учить испанский? Помимо испанского я подключила еще норвежский и польский. Ну, чтобы поинтересней было. А то что, зря они есть в языках доступных? Но буквально через неделю я добавила еще турецкий и французский. А потом полетели совы и тефтели, я долбанулась. Мне очень понравилось ловить легкий дофамин от языков. Во мне пробудился азарт. The Rush.
Неожиданно я заметила впервые для себя и ежедневные задания, и достижения, и бусты, и доску лидеров, и лиги. И нехило так втянулась. В компании Duolingo сидят грамотные маркетологи, ведь они выработали у меня зависимость. И это лучшая моя зависимость. Те, кто скажут, что ты ни хрена не учишь так, тебе подсовывают только имитацию обучения, ля-ля-ля, бла-бла-бла. Ха! Riderò vicino al muro. Ognuno ha il suo hobby. Ho imparato l'italiano, quindi posso imparare altre lingue. Тем более для мозга это в любом случае полезно. И вообще, чё я должна оправдываться за свои хобби? Короче, так постепенно я добавляла все новые и новые языки, училась новым словам и как нафармить больше опыта с этого. Затащила Diamond Tournament уже 5 раз. Ну, закидывает меня туда зеленый снова и снова. Я говорю ему, что не хочу. Я уже несколько раз там была. У меня метка и ачивка есть. Ну, ты же понимаешь, что я тебе опять задницу надеру. Можешь стоя тасать, я не буду возражать. Собственно, это была моя история отношений с Duolingo. Сейчас я практикую вот такие языки с зеленой совой. Итальянский, немецкий, украинский, китайский, испанский, норвежский, польский, французский, венгерский, финский, румынский, греческий, португальский. Так, на записи забыла. Нидерландский, японский, корейский, идиш. У меня уже 1300 горячих дней ударного режима. Diamond Tournament, sure. А Дуо мне дал звание одной из легенд. Активный год с Duolingo удался. И я не планирую останавливаться, пока у меня безлимит. Пускай на изоляции, но, может быть, это тяжелое время я использую с выгодой для себя. И сегодня я хочу сообщить новость. На днях сбылась моя мечта. У Duolingo появился клон Купсос. Медвежонок Адик скопировал у Duolingo все самое лучшее, и так появилось приложение для изучения казахского. Я начала учить казахский. Я очень хотела его учить, но на Duolingo такого курса нет. Теперь я рада сообщить на весь эфир. Мен, казак, Филин, Уйрена, Бастадым, Ракмет. Ну, а с вами была Дарика Эфирка. Вы были на канале Эфир. И до связи! Ах да, пока я делала монтаж, кое-что еще на Duolingo произошло. Во-первых, я апнула итальянский на 5-ю секцию и, соответственно, добралась до уровня упражнений B1 уровня. А еще я вспомнила, что забыла в списках своих языков упомянуть не только нидерландский, но еще и латынь. Но во время монтажа я закончила курс латыни.